Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Как и обещала вам, показываю две свои недавние покупки, примерно, наверное, месяц. Когда я купила эти два цветка, я вам их показывала. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И если вы уже подписаны на канал, нажимайте на колокольчик. Вам обязательно будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Это две орхидеи. Чармер и Дикий кот. И я вам обещала, что когда я буду пересаживать, я обязательно вам покажу. И покажу, насколько они распустились. Потому что первый раз, когда я вам показывала, у них было очень-очень много бутонов. Давайте начнем с кота. Он не сбросил ни одного бутона. Он распустил абсолютно все бутончики. Только вот эти цветы, это с теми цветами, которые я привезла его домой. Вот такие покрупнее. А все остальные бутончики, которые он распустил уже дома, они вот такие, помельче. Но все знают, что коты — капризные товарищи. Поэтому кота я пока пересаживать не буду. У него все в порядке с корневой системой. Но он пока не раскуклил ни одного корня. Поэтому он, наверное, занимается своими цветами. Поэтому пусть еще постоит, доцветает, и как только он решит, что ему нужно все-таки начать расти и раскуклит корни, я его обязательно пересажу. А сегодня мы будем пересаживать чармер. А займемся сегодня чармером. И вот почему. Чармер тоже не сбросил ни одного бутона, распустил все свои цветы. Посмотрите, как он шикарно цветет. Но чармер уже начал выпускать листик. Вот он, маленький листик. И чармер раскуклил уже очень много корней. То есть его уже точно пора пересаживать. И здесь вот маленькие корешочки. И вот еще корни молодые. И даже где-то ему уже не нравится, он начал уже сушить старый листик. Поэтому чармера мы сейчас разберем, посмотрим, что у него там в горшке еще с корнями. Может, есть какие-то плохие корни. Мы их обязательно обрежем, промоем ему корни и посадим. Так, для того, чтобы нам разобрать чармер, нам нужен, конечно же, поднос. И попробуем его. Корни сухие, я его давно не поливала. Попробую с такими сухими корнями вытащить. Если нет, не пойдет он, тогда обязательно горшочек наполню водой на 5 минут, и тогда корни, конечно, выйдут значительно лучше. Вот нежелательно нажимать на горшок вот там, где есть корни, а нажимать на горшок в пустых местах. А давайте я его все-таки намочу на 5 минут, потому что не хочется ломать ему корни, конечно. А когда корни будут, веломин немножко наберет воды, он будет менее ломким. И тогда его будет проще вытащить из старого горшка. Я для чармера подобрала вот такой двойной горшок. 2,3 литра. Горшок двойной. И сейчас я уберу все наклейки, которые есть на горшке. Вытащу вот эту внутреннюю часть. А вот в этой как раз таки налью воду и поставлю его в эту воду минут на 5. Для полива, для замачивания, для удобрений я всегда использую воду не из-под крана, а у меня фильтр обратного осмоса. И если мне нужно, чтобы вода была той температуры,
которая нужна для растения от 28 до 32 градусов, я обязательно кипячу воду и добавляю кипяченой воды. Вот сейчас на термометре 31 градус. Это допустимая температура для того, чтобы мы поместили растение в такую воду. Сейчас я его поставлю вот в этот горшок. Просто налью воды и дам постоять, минут 5-10, для того, чтобы корни напитались водичкой, и веламин стал более гибким. Вот так пусть и постоит. Я уже вылила воду из горшка, дала орхидее немножко стечь, и теперь мы попытаемся ее безболезненно вытащить из горшочка. Так, нажимаем опять в тех местах, где нет корней. Сильно приросли, конечно, к краю горшка. Но вот после замачивания орхидеи она легко выходит из старого горшка. Ну и теперь убираем весь старый грунт. Можно просто потрясти, старый грунт сыпется. Так он выходит. Когда он влажный, он, конечно, выходит значительно легче, разбирается орхидея. Вот, видите, сколько молодых корешков уже появилось у чармера. Ищем торфяной стакан. Вон он уже показался. Ну, конечно, здесь он обязательно будет. И сейчас будем аккуратно извлекать торфяной стакан. Когда такое большое количество корней, конечно, удобно торфяной стакан. Хорошо, если он просто сейчас развалится на две половинки. Но бывает, что его нужно очень медленно и по кусочкам вытаскивать с грунта. Но здесь торфяной стакан, похоже, убирается хорошо. Вот он прям большими кусками такими отваливается. Но мы его намочили сейчас, поэтому он, конечно, влажный, тоже хорошо весь снимается с корней. А вот здесь под листиками, смотрите, даже большой корень раскуклился. То есть орхидея уже готова к пересадке, и то, что она цветущая, совершенно это ей не помешает цвести и расти дальше. То есть я стараюсь орхидеи именно пересадить вот в таком состоянии, когда она уже начинает свой вегетативный период, то есть она практически отцветает, цветы она еще держит, но она начинает рост листика, начинается активный рост корней. И вот в этом состоянии орхидею, конечно, уже нужно пересаживать. Да, убираем весь грунт. Если что-то сейчас не убирается, то я сейчас пойду орхидею обязательно промывать под водой. Как я промываю орхидеи, я вам ссылочку оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. И вот это все, что сейчас не снимается или сложно снимается, обязательно снимется хорошо под водой. Вот видите, здесь прилипшее, поэтому под водой оно еще немножко размякнет. Вот оторвала. Ну вот такие вот большие, вот такую большую кору я не буду снимать, я сниму ее под водой. А то, что хорошо снимается, можно снять и здесь. А вот здесь вот очень хорошо все прилипшее, поэтому это все я еще немножко размочу под водичкой, и тогда все это отмою и все это сниму.
Так, я промыла орхидею. Весь грунт, ну, за исключением еще тут одной штучки. Весь грунт у нас осыпался под водой. Теперь мы смотрим, какие у нее корешки хорошие, какие плохие. Вот я вижу один сухой корешок, я его отрезаю. Вот этот гнилой корешок, сломанный. Можно тоже отрезать. Он, кстати, был в торфяном стакане, поэтому вот они, корешки, которые были в торфяном стакане, они, конечно, немножко сгнили, поэтому тоже подрезаю их. Здесь я не дохожу до живой ткани, поэтому обрабатывать я ничем не буду. Но, в принципе, орхидея в очень хорошем, корни в очень хорошем состоянии. Очень много раскукленных, молодых корней. Белые корни – это когда орхидея не получает света. Ну вот посмотрите, на этом белом корне, вот он уже проклюнулся молоденький корешок. И вообще орхидея такой начинает активный, очень активный рост. Даже вот эти воздушные корни, которые мы явно не будем помещать в горшок. Смотрите, вот воздушный корень, и он тоже начал раскукливаться, и вот пошел молодой корешок от него. То есть везде, 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 везде есть молодые корни, поэтому мы сейчас безболезненно посадим эту орхидею. Сажать орхидею будем в двойной горшок. Если при промывке попала вода в точку роста, обязательно точку роста протираем салфеткой, ватным диском, туалетной бумагой. Обязательно убираем всю воду, потому что все загнивания из точки роста как раз таки от большого скопления воды, которую мы не протираем. Поэтому я свои орхидеи даже никогда листики не брызгаю, для того, чтобы не попадать в точку роста. И к тому же орхидея, у нее устьица с другой стороны, поэтому влагу она впитывает нижней стороной листа и вот этими воздушными корнями. Поэтому воздушные корни, если они вот так растут вверх какой-то орхидеи, мы их, естественно, закапывать в керамзит и в любой грунт просто не будем. Так, сейчас я установлю так, как будет удобно цветоносом. Так, стараемся цветок поместить по центру горшка. Так, и вот я нашла еще здесь один сухой корень, когда уже поставила его. Сейчас я его тоже уберу. Помещаем цветок по центру горшка и засыпаем керамзитом. Корни после промывки, как всегда, у меня влажные. Керамзит тоже немножко влажный. И поливать я в следующий раз буду цветок только когда у него просохнут корни. Вот такая несложная, нехитрая посадка в керамзит получилась. Воздушные корни остались сверху. Иногда думают, что вот такой корень – это поломанный корень, и его нужно убрать. Нет, здесь сломан только виламен. За таким корнем я всегда присматриваю. Вот видите, здесь тоже был сломан виламен, но он уже не качается, он уже зарастил. А внутри виламена именно находится сам корень. Поэтому такие корешки я не обрезаю. И с этой стороны тоже воздушные корни я все оставила сверху, потому что орхидея нарастила эти корни, значит, эти корни ей обязательно нужны. И орхидее всегда нужны воздушные корни, потому что именно воздушными корнями она берет влагу и питательные вещества еще из воздуха. Будем наблюдать за этой орхидеей. Я думаю, что она отцветет и порадует нас следующим цветением.
Ну и на этом все. До новых встреч, друзья!